Всем привет! Сегодня вам покажу, как буду делать самую убойную насадку для мирной рыбы. Она самая дешевая. Нам для этого понадобится хлеб мягкий белый, иголка, нитка. Сейчас приступим катать шарики. Вот берете обычный мягкий хлеб, начинаете его катать. Как можно плотнее скатывать его. И продеваем на иголочку. Один шарик готов. Насадка хранится очень долго. Самое главное, чтобы не попадала влага. У меня они хранятся по 2 года. Можно делать побольше шарики. Соответственно, будет рыба ловиться побольше. Можно поменьше. Будет ловиться мелкая рыба. И вот так вот продолжаем делать шарики. Можно потом каким-то аттрактантом обработать. Но ловится и так нормально. Вот мы накатали шарики. 10 штучек сделали пока. Делаю по 5 шариков на одной ниточке, чтобы было удобней потом их связывать. Сразу раздвигаем, чтобы было удобно резать и были хвостики, чтобы завязывать узелки. В таком виде они пролежат сутки где-нибудь на солнечном месте, можно на подоконнике, можно, чтобы они засохли. Шарики делайте любые, какие хотите размером. Если вы даже накрутили немножко побольше, он все равно, когда на солнышке высохнет, он уменьшится. Сейчас я буду показывать, как я буду их вязать. Они у нас уже подсохли, полежали. Я вчера сделал заготовочки, чтобы сегодня вам показать. Вот таким макаром мы их разъединяем. Шарик получается вот такие вот веревочки. Здесь даже можно лишнее отрезать. Очень хорошо ловится бель на донки, на фидеры, на закидушки, на кольца, на яйца. На одну рыбку можно поймать, то есть не на одну рыбку, а на один шарик можно поймать около 5-6 рыбок. Шарик хорошо держится на крючке. Здесь сейчас будет такой тузел. Раньше вязал по нежданке обычным узлом. И он постоянно развязывался, шарик. А делать надо вот раз узелок и 2. И получается вот затягивать так вот потихонечку его. И 2 узелка. Вот мы уже связали шарики. Еще раз покажу. Вот такой вот узелок вот. Раз продеваете. И еще один раз продеваете, чтобы он был как бы узелок 8. И потихонечку затягиваете. Итак, достаточно 2 узелка. Так, сейчас мы потом это ниточки будем лишние обрезать. Можно нитку брать черную, красную. Рыба на это не реагирует. А вот реагирует она бывает еще на это. Вот можно оставлять такие вот волосинки побольше. Бывает тут рыба реагирует лучше на такие. Это как может какие-нибудь лапочки там
получается. А бывает просто под корешок обрезаешь. И так делаем со всеми шариками. Вот шарики уже готовы у нас. Это вот я уже давно их делал. Этим шарикам уже где-то около 2 лет. Вот так вот они должны звенеть. Не знаю, будет слышно, нет? Как горошки. Очень хорошая насадка. Дешевая насадка. Сейчас я покажу, как они будут держаться на крючке. Вот взяли мы крючочек. И теперь просто подцепляем его за ниточку. Он никуда не денется, не слетит. Под водой он еще, хлеб, разбухнет, прижмется к крючку. Рыба его никакая не собьет. Но вот если, допустим, поклевок нету, 30 минут он провисит на крючке, ему ничего не будет им. Вот такая вот насадочка. Очень эффективная по всей белой рыбе. Ловлю очень давно уже. Больше 20 лет на эту насадку. Так что кому понравилась эта насадка, попробуйте, поэкспериментируйте. Должно все получиться. Подписывайтесь на наш канал. Увидимся уже на рыбалке. Всем пока.